Мы – Рома и Аделя. Ровно полгода назад мы бросили наши работы, приостановили учебу и отправились в самое большое путешествие в нашей жизни. Мы увидели величественную швейцарскую природу, целый месяц жили в трейлере посреди Италии, развенчали все стереотипы об Албании и убедились своими глазами в том, что такая страна, как Северная Македония, действительно существует. Последние 2 месяца мы путешествуем по Турции, и с каждым днем мы все больше понимаем, что эта страна содержит в себе целый мир. Восточный, загадочный, особенный мир. Сегодня мы прибыли на самый восток страны, в небольшой городок Мардин, который очень сильно отличается от других городов Турции. В Мардине проживает около 100 тысяч человек разного этнического и культурного бэкграунда. В основном это курды, турки, ассирийцы и арабы. В наших глазах Мардин – это воплощение Ближнего Востока в очень уютной и аккуратной форме. Здесь полно шумных улиц, на которых продают все, от изысканных сладостей и красочных украшений до мыла ручной работы и сочного кебаба. Город в первую очередь известен своей архитектурой в арабском стиле и довольно уникальным расположением, но об этом чуть позже. Всем привет из солнечного Мардина. Мардин — это город, который славится своей восточной архитектурой, и, честно говоря, вот мы здесь находимся буквально 1 минуту, и присутствует ощущение, что мы уже давно не в Турции. Это прям восток-восток, какой-то Иран или Ирак, или какая-то Сирия, все сделано из камня, из такого светлого, и в целом антураж города, какой-то совершенно другой. Так что сегодня у нас в планах посмотреть этот город, поделиться своими первыми впечатлениями. Возможно, у нас даже получится остаться по каучсерфингу, поболтать с местными. Погнали! В этом городе преимущественно живут арабы и курды, то есть согласно неофициальной статистике. И это видно, это сразу как-то бросается в глаза, люди немножко другие. Даже вот на нас все так смотрят, типа они не поймают, что мы тут забыли, потому что, видимо, не так много таких туристов, турков сюда приезжает. Но турецкие туристы здесь есть. То есть мы останавливались в отеле, и там были прям люди, которые приезжали из других городов. Да, как мы уже сказали, здесь больше чувствуется такой восточный арабский колорит. И даже женщины, здесь больше женщин, которые носят платки, но завязывают они их совсем как-то не по-турецки, а вот именно такой какой-то арабский лад. В общем, только я хотела рассказать про то, как тут по-другому завязывают платок, и вообще, что все это по-другому выглядит. И Роме сказала, вот нужно найти женщин, их там сфотографировать, снять как-то, чтобы получилось это показать. И в этот же момент из лавочки выходит мужчина, начинает нам завязывать этот платок на голове. То есть это такой курдский вариант завязывания платков, то есть он действительно отличается от других арабских стилей. Вот, посмотрите, например, тут какие-то другие совершенно мотивы, другие цвета. Вот, и мы так здорово поговорили на полукурдско-турецко, а на английском. Вот, в общем, очень милые ребята, вообще даже не предлагали что-то не купить, просто так пообщались, и было очень здорово. It's a traditional, yes? Evet. Так туго. Мне идет? Ага. Оно так туго, мне кажется, если целый день это носить, у тебя заболит голова. Но это, видимо, чтобы он, не слетел в течение дня. Вау. Здесь по-другому завязывают платок, и даже, краски, мотивы, цветы, они какие-то совершенно другие, какие-то особенные здесь. Что происходит? О, туго, да? У тебя тоже туго? Вообще, в этом городе очень такой смешанный этнос, и не только люди, но и религии. То есть мы только что прошли протестантскую церковь, до этого была какая-то еще христианская церковь. Не знаю, то есть это такой прям микс, очень колоритный микс.
Мы шли и наткнулись на вот эти вот штучки. Это похоже просто как будто это камни. Ну, миндаль какой-то, и он в глазури такой сладенький, очень вкусно. Мы тут нашли кофе из сундука, который мы уже пробовали, потом кофе из грецкого ореха и кофе с апельсином. Горячо. Ага. Ой, я не пойму, что это. Это какой-то ореховый, мне кажется, напиток. Говорят, что это специальный какой-то кофе без кофеина, но мне кажется, это что-то на основе ореха сделано. Прикольно. Нас просто заставляют пить этот кофе. Сейчас попробую я. Лесной орех, наверное. Очень круто. Окей. Right. So it's grounded coffee, mix of nuts, cardamom, pistachio. Да, кофе очень крутой, и все такие дружелюбные вообще. Но мы что-то не можем понять, нам можем просто уйти или нет. Давай просто будем уходить потихоньку. Окей, thank you very much. Thank you. Окей, то есть нам дали кофе, и это типа бесплатно. Очень интересно, конечно. В Восточной Турции намного меньше гомофобии и предрассудков на этот счет. Именно поэтому здесь можно встретить мужчин, которые спокойно ходят за ручку, за локоточек, держатся за пальчики, и для них в этом нет вообще ничего такого странного. Открою вам небольшой секрет. Все это видео, которое вы только что видели, мы снимали очень голодные. И вот сейчас мы наконец-то нашли место, где мы будем обедать. Это заняло какое-то время, потому что Мардин довольно туристический город. Здесь очень много туристов, но именно туристов с Турции. И мы свернули с центральной улицы, пошли по каким-то закоулкам и нашли место, где едят, ну, наверное, местные. Тут очень дешево, цены реально дешевле, там в 1,5-2 раза. И сейчас будем наконец-то обедать. Очень вкусно покушали, мы заказали суп из чечевицы, как обычно мы заказываем в Турции, потом рис такой по-турецки, нам принесли хлеб, салат и еще какая-то мясное рагу. Вот, было очень вкусно, вообще мы уже немножко начинаем привыкать к турецкой еде и даже сложно себе представить, как мы будем жить без нее, потому что уже 2 месяца мы питаемся такой турецкой кухней, и это очень вкусно. А сейчас мы пришли в кофейню, у которой есть терраса, и здесь открывается просто фантастический вид с одной стороны на город, а с другой стороны на равнины Месопотамии. И эти долины уходят в горизонт, сливаются с небом, видны другие поселения, другие города. В общем, просто завораживающее зрелище. Мне кажется, эта локация просто идеальная для того, чтобы сделать тут какую-то террасу. Так, мы только что проверили по Google Maps. То есть вот это еще территория Турции, это Мардин. Вот здесь уже граница проходит, и вот это уже сирийские города. Вот это вот все уже Сирия. Вау. В этой кофейне, наверное, уже почти час, и здесь так красиво, что совсем не хочется уходить. Но, кстати, интересный момент, внизу в городе было очень жарко, я уже хотела снять худи, а здесь буквально, на 2-3 этаже дует очень холодный ветер, и даже в куртке холодно. В общем, суть в том, что мы нашли интернет, написали нашему хостелу, он скоро к нам присоединится, и да, будем знакомиться с ним. А у нас тем временем 1600 подписчиков. Так что сейчас мы будем пить праздничный кофе. Короче, хост сказал, что придет сюда. Потом что-то он сказал, что не придет уже сюда, поэтому нам нужно идти к нему домой. У людей тут есть такая особенность, что они хотят, чтобы их снимали. В отличие от, мне кажется, любой европейской страны, где, люди не очень вообще любят, чтобы их снимали, нужно спрашивать. К нам только что подошли ребята, попросили, чтобы мы их сфоткали, сняли на видео, они так попозировали. Потом попросили, чтобы мы с ними сфоткались на их телефоны.
Это И всё. считается, что мы супер популярные блогеры, с нами не фоткаются. Здесь, конечно, такие интересные массивные украшения. Вот, например, здесь такой кулон в виде какой-то национальной одежды. Вот тут какая-то танцующая девушка. А вот это вообще какое-то, мне кажется, мифическое существо, посмотрите. Выглядит жутко. Тем временем я выучила еще одно слово, точнее нашла похожее. Здесь есть слово мухабет, а в татарском есть слово махабят, и это означает любовь. Вот это все мыло. Просто замок из мыла. Это просто империя, мыльная империя. Наверное, здесь производят мыло, потому что на каждом шагу стоят лавочки, где продают, где точнее стоят вот эти вот пирамиды мыльные. Так, мы пришли обратно в это место, чтобы купить пару ништячков для нашего хоста, да и вообще для нас, потому что нам реально понравились эти сладости. Мне разрешили попробовать здесь сухие фруктики, я попробую то, что я не понимаю, что это такое. Например, вот эта вот зеленая штука. It's grapefruit. Окей, зеленый грейпфрут. Ой, сухой. Can I have mix? Спасибо. Зорспас, thank you. Thank you. Давай. Идем мы, значит, по какой-то трассе с одной части города в другую. Это наша вечерняя прогулочка. Присоединяйтесь. Настроение хорошее, вкусно покушали. Йоу. Вот так вот. Вот так вот. Может быть такое, что это инжир? Очень Может, похоже. почему нет? Просто на проезжей части растет себе инжир. Заметки ботаника. Рядом со мной находится можжевельник, и из этого дерева делают четки такие мусульманские. Ты слышишь, как пахнет? Очень сильный запах. Такой хвойный. Мы это сделали. Мы дошли до нашего хоста. Так, вот здесь живет наш хост. Тук-тук. Ой.